Итак, всем привет, всем большой привет. Microsoft выпустила сборку Windows vNext под номером 25206 в канале Dev. Давайте посмотрим на эту сборку. Что нового? Изменение в поведении ограничителя скорости аутентификации сервера SMB. Ограничитель скорости проверки подлинности SMB в сборках Insider Preview добавил дополнительный механизм защиты в службу сервера SMB. Теперь он реализует задержку между каждой неудачной проверкой подлинности NTLM, что означает, что если ранее злоумышленник отправлял от клиента 300 попыток перебора в секунду в течение 5 минут, то 90 тысяч паролей, то теперь такое же количество попыток перебора пароля займет не менее 50 часов. С этими изменениями клиент Windows становится менее привлекательной целью так как в рабочей группе, так и для его локальных учетных записей при присоединении к домену. Начиная со сборки 25206, ограничитель скорости аутентификации сервера SMB включен по умолчанию и установлен на 2000 миллисекунд. Это 2 секунды. Любые неверные имена пользователей или пароли, отправленные в SMB, теперь по умолчанию вызывают 2-секундную задержку. Во всех выпусках на канале предварительной оценки. При первом выпуске для участников программы предварительной оценки Windows этот механизм защиты был отключен по умолчанию. Это изменение поведения не коснулось участников программы предварительной оценки Windows Server, где оно по-прежнему имеет значение по умолчанию 0. Улучшения и изменения. Общее. Обновленное диалоговое окно «Открыть с помощью» теперь доступно для всех участников программы предварительной оценки Windows на канале Dev. Хорошо, ладно, давайте посмотрим на это. Просто открыть. Что ж мне надо тогда открыть с помощью? Что ж мне тогда надо открыть с помощью? Дополнительные параметры. Ага, его перенесли, видите? Сюда. Вот, открыть с помощью. Графика. Инсайдеры Windows теперь могут экономить электроэнергию, используя динамическую частоту обновления DRR на внешних дисплеях. Чтобы включить этот параметр, у вас должен быть монитор с частотой 120 Гц и выше с поддержкой VRR, переменная частота обновления, а также установлен драйвер WDM 3.1. Чтобы выбрать динамическую частоту обновления, перейдите в параметры системы экран расширенный дисплей и сделайте выбор в разделе частота обновления. У меня ProMotion на ноутбуке, у меня на ноутбуке HP нету 120 Гц. Здесь есть, конечно, классный дисплей. Так, но этот монитор, который подключен, он Full HD только на 75 Гц максимально. Выбрать частоту обновления 75 Гц. Все. И система стоит на виртуальной машине. Тут ничего не сделать. Хотя, наверное, если был дисплей на 120 Гц, у меня получилось бы это сделать. Показать вам. Я, к сожалению, не могу показать. Вот что плохо. Что плохо, что я не могу показать. Потому что нету наличия таких мониторов. Проводник. Поиск в проводнике теперь показывает недавнюю файловую активность для облачных файлов. Вот тут не подключен OneDrive тоже. Вот. Начато внедрение изменения, предполагающие использование истории буфера обмена Win+V. Давайте пройдемся по исправленным проблемам. Программа установки OneDrive больше не должна неожиданно запрашивать разрешение на установку каждый раз при перезагрузке компьютера. Исправлена ошибка, из-за которой был запущен файл Explorer, который мешал некоторым инсайдерам. Исправлен сбой приложения параметры, который мог произойти при поиске и выборе определенных настроек, связанных с экранным диктором. Да, видимо, был такой у нас баг. Окно песочницы Windows теперь должно правильно изменять размер, если вы привяжете его к краю экрана. Исправлена проблема, которая могла привести к утечке памяти в отчетах об ошибках Windows после определенных сбоев. Если фокус находится на рабочем столе, то нажатие клавиш Alt плюс F4 и Enter теперь должно выключить компьютер, вместо того, чтобы сначала перемещать фокус клавиатуры, как это было необходимо в последних нескольких сборках. Теперь значок компьютера снова отображается в диалоговом окне завершения работы Windows. Напомню, Microsoft выпустила Windows 11 22H2, номер сборки 21621 386 и накопительное обновление 21621
канал Яндекс.Дзен, Telegram и YouTube. Увидимся в новых роликах. Продолжаем следить за сборками Windows VNext 24H2. Готовится полномасштабное крупное обновление в 2024 году. Увидимся, всем пока!